Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина, и в данном видеоуроке я покажу, как связать данную косынку. Подходит для начинающих, вяжется столбиками с накидом. Для вязания нам понадобится крючок. У меня 3,5 мм, и вязать я буду из Газал Baby Cotton. Вы можете взять любую пряжу на выбор и свой размер крючка подобрать. Начиная с этого ролика я буду выпускать летние видео мастер-классы. И по своему желанию вы можете финансово поддержать мой канал. Ссылки на Сбербанк и на Бусти в описании к этому видео. Приступим к вязанию. Делаем кольцо. И вяжем по схеме. Сейчас необходимо провязать 3 воздушные петли. Это будет как имитация столбика с накидом. И 1 воздушную петлю. 3 и плюс еще 1 петля. Далее делаем накид и в кольцо провязываем 3 столбика с накидом. Вытягиваем нить, провязываем 2 нити на крючке, подхватываем нить и провязываем еще 2 на крючке. Провязываем 3 воздушные петли. В кольцо вяжем 3 столбика с накидом. Далее воздушная петля и 1 столбик с накидом. Затягиваем наше кольцо. Смотрим, снова набираем 4 воздушные петли. Делаем накид, и сейчас мы вяжем 3 столбика с накидом вот в это отверстие из прошлого ряда. Накид, вытягиваем нить и провязываем 3 столбика. Воздушная петля. Идем дальше. Провязываем сейчас в нашу серединку. Три столбика с накидом. Три воздушные петли. И в это же место мы провязываем еще 3 столбика с накидом. Воздушная петля. Следующее наше отверстие. Провязываем 3 столбика с накидом. Воздушная петля, и в это же место мы провязываем 1 столбик с накидом. Тем самым мы увеличиваем наш ряд, ширину нашу, когда мы провязываем столбики с одним накидом по сторонам. Далее по схеме мы снова начинаем ряд с 4 воздушных петель. Делаем накид. В отверстие, в первое самое, провязываем 3 столбика с накидом. Воздушная петля. В следующее отверстие 3 столбика с накидом. Очень простой узор,
Мы вяжем всегда 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля, только в серединке мы провязываем 3 воздушные петли и в это же место еще 3 столбика. Воздушная петля, идем дальше, серединка, две воздушные петли, 3 точнее воздушные петли, и сюда же 3 столбика с накидом. Воздушная петля, 3 столбика с накидом, воздушная петля, и вот оно наше последнее отверстие, не теряем его, 3 столбика с накидом. Воздушная петля, и в это же место мы сейчас провязываем столбик с накидом. Далее все наши ряды повторяются из ряда в ряд по схеме. Вы можете взять такую же схему, я нашла в Пинтересте, только я изменила, здесь я добавила в середине между столбиками 3 столбика с накидом, и здесь между 3 столбиками не было воздушных петель, я их сюда добавила. И новый ряд мы также начинаем с 4 воздушных петель и продолжаем вязать до нужного вам размера косынку. Я провязала косынку до нужного мне размера. Ее ширина получилась 42 сантиметра. Вы вяжете до того размера, который нравится вам. И также можно сделать обвязку косынки. Я решила взять другой цвет и им сделаю обвязку. Последний наш столбик, который одиночный, мы провязываем не до конца, оставляя 2 петли на крючке. Подхватываем другой цвет и выводим его. Фиолетовый мы подтягиваем. Хвостик положим вдоль вязания. Делаем 3 воздушные петли. Переворачиваем. Провязываем сейчас не вот в это место, не в отверстие, как мы вязали до этого узор, а вяжем под косичку нашего последнего столбика. И еще 2 столбика с накидом. Провязываем воздушную петлю. Вот у нас идут наши столбики с накидом предыдущего ряда. Первая косичка, вторая косичка. Под вторую косичку провязываем столбик без накида, воздушная петля, делаем накид. И вот она наша косичка, которая идет под отверстием. И, так скажем, не в отверстие сейчас провязываем, а под косичку. Провязываем 5 столбиков с накидом. Делаем воздушную петлю. Снова 1-2 косичка под вторую косичку. Столбик без накида, воздушная петля. Косичка наша. 5 столбиков. Вот такой узор обвязки у нас получается.
Вы можете выбрать любой другой узор обвязки и сделать из него. Итак, мы вяжем до другого края нашей косынки. Не забываем, что мы здесь провязываем не под отверстие, а вот под косичку саму заводим крючок. Тут вот ее перемычка. И перед перемычкой. Также хочу обратить ваше внимание на то, что вот здесь в верхушке мы провязываем только одну часть обвязки, наш веер из 5 столбиков с накидом. И довязали когда до конца, последнюю нашу петлю мы провязываем 3 столбика с накидом. В данном случае тут мы провязываем в отверстие, потому что у нас была цепочка из воздушных петель, и туда сложно попасть, чтобы провязать наши 3 столбика. Все ниточки обрезаем, эту вытаскиваем, завязываем в узелочек и прячем. Также мы здесь завязываем в узелочек и прячем. И с третьей стороны, вот этот здесь тоже завязываем узелок и прячем нити. И приступим к вязанию наших завязочек. Сделали обвязку, вот такая вот нежная обвязка получилась. Теперь необходимо делать завязки. Так как мы сделали обвязку и нить теперь у нас подальше от края, заводим крючок, где вот видим свободное местечко, куда можно воткнуться. Выводим нить, дальше идем под розовенькую, соединительный столбик провязываем и теперь вяжем воздушные петли. Смотрите, вы вяжете столько, сколько вам необходимо. То есть вы примерно связали одну, набрали там 25 петель. У всех разная пряжа, разная плотность и разный обхват головы. То есть вы вяжете под себя. Я провязала 36 воздушных петель. Теперь делаем обвязку, делаем накид и провязываем полустолбик, соединительный полустолбик. Заводим под косичку, выводим и сразу провязываем 2 петли на крючке. Накид под косичку, в середину косички, выводим нить и провязываем 2 петли на крючке. Накид под в середину косички, вывели нить и сразу провязали. И таким образом мы вяжем до конца нашей ниточки, до начала обвязки. Также нашу обвязку мы немного провязываем по розовой части. И в конце делаем обычный соединительный столбик, обрезаем нить, завязываем и закрепляем между рядов. Вяжем вторую завязку. Теперь вводим крючок в середину косички, где вот у нас еще фиолетовая пряжа. Вводим новую нить. Далее идем под розовую пряжу, под нашу обвязку. Провязываем соединительный столбик и вяжем столько воздушных петель, сколько у вас было в первой завязочке. Цепочку из воздушных петель и таким же образом делаем накид в серединку косички и провязываем. Также вы, конечно, можете сделать обвязку любую. Можно просто делать соединительные столбики. Может быть, что-то еще по вашему желанию. И таким же образом мы завязываем потом узелочки, все нитки закрепляем, обрезаем. Все аккуратно прячем. Вот и готова наша косынка. Буквально, наверное, час времени на нее потратить.
И связать можно вот такой вот прекрасный аксессуар на лето. Также будет очень превосходно смотреться, если ее связать в 2 цвета, подобрать по сочетаниям, можно в 4, как вам нравится. Такой вот хороший летний аксессуар. Спасибо за просмотр.